Здрасте. У нас сегодня с вами будет работать система «Умный дом». У меня не будет кликера, у нас будет вот так вот перелистываться слайды. Вот так вот. Сейчас сработает. Вот, получилось. И еще раз. Все, спасибо. Сегодня я хочу с вами поговорить о трендах. Вообще, честно говоря, такая не очень... такая, значит, точнее, сложная история для дизайнеров слушать про тренды. А много дизайнеров? Можно вы узнать, кто здесь дизайнеры? 50%. Ага. Вообще, что такое тренды? Многие путают слово тренд и слово модно. На самом деле, тренд — это модно в перспективе. И когда мы с вами говорим о трендах, особенно когда я читаю про тренды перед студентами, почему-то это воспринимается: сказали желтый серым, значит, нужно лупить желтый серым интерьеры. Сказали сферы, светильники, значит, нужно всем вешать светильники сферы. А на самом деле это некорректно, это некорректный подход. В тренде это модно в перспективе. Тренды — это значит, скорее всего, продастся, если ты это предложишь заказчику. Давайте говорить честно, мы все равно с вами продаем наши с вами интерьеры, да? То есть мы продаем идею, и заказчик должен ее как можно максимально быстрее одобрить и воспринять нас как людей, которые смотрят в будущее. Соответственно, нам нужно знать тренды, нам нужно понимать, что будет в перспективе модно, и когда мы соберем с вами интерьер, а мы его соберем примерно через год, когда он уже закончится, это не должно устареть, и человек должен зайти в абсолютно новый интерьер, и когда к нему придут гости, они скажут: боже мой, как у тебя круто, ты вообще, где ты нашел этого человека, который создал интерьерку, которая модна здесь и сейчас. Поэтому нам нужно следить за трендами. Тренды двигаются примерно по синусоиде. Те компании, которые следят за трендами, они где-то вот здесь, в самом начале синусоиды, видят запросы. Причем там аналитика достаточно сложная. Смотрится покупательская способность, смотрится, какие цвета стали востребованы, формы и так далее. И они уже замечают, что здесь у нас пошел тренд, предположим, на бионику. Мы, дизайнеры, замечаем это где-то в середине пути, потому что мы намного интенсивнее следим за журналами, у нас намного выше насмотренность, мы намного плотнее следим за рынком, а наш клиент вот в верхней точке, когда уже тренд становится модным, условно, он выходит либо на орбиту, либо он находится на пике, тогда он воспринимает это как модно, вот этот пик и есть модно. А мы должны вот здесь с вами понимать, что это стоит и можно предлагать. Поговорю сегодня с вами о трендах в свете, цепанем немножко тренд в плане цвета и формы. И, знаете, для меня было однажды открытие по свету. Вот если тут есть световики, возможно, вы меня поправите, возможно, скажете, что я прав, или откорректируете. Я обучался по освещению. Для меня светильники раньше были это что-то такое. Повесил красивенькое, светит, слава богу. Вот. Работать со светом я начал очень плотно, где-то, наверное, лет 5 назад, и для меня открылся свет немного с другой стороны, как раз когда началась эта история с трековыми светильниками, когда началась история с локальной подсветкой, и как раз на обучении мне открыли глаза. Я раньше как заполнял пространство светом? Поставил точечного света по периметру, по центру повесил люстру, в принципе, шикарно. Где-то люстра, наверное, над столом висит, а точечный свет бьет в пол, и, в принципе, вроде как светло. Но только дизайнеры поймут, что есть такое понятие, как рефлекс, и что такое цветовой рефлекс. И если у тебя вдруг очень темный пол, то точечные светильники тебя не спасут. И для меня стало как раз открытием свет, который ты получаешь посредством отражения. Как раз нам показывали, как по периметру расставлены были трековые системы, свет был направлен на белые, точнее максимально светлые стены, и вот это отраженное пятно света отражалось в середину помещения со всех сторон, и ты получал такое красивое освещение бестеневое, ты прям плавал в этом свете. И с тех пор я начал с ним работать совершенно иначе. У меня после этого обучения был спроектирован целый дом, где у нас не было никакого направленного света, все было построено на отражении, на рефлексах. И ты, когда попадаешь в такое помещение, ты вообще находишься в некой другой ситуации. Ты не понимаешь, в чем дело, почему ты такой ровный. Вот ты какой-то прям вот мягкий, у тебя кожа классно смотрится, ты иной. Нет вот этих вот, скорее всего, у меня сейчас кепка вообще наполовину перекрыла мои глаза, да. И нет вот этой какой-то грубости. Ты находишься как в воде в этом свете. Дальше с рефлексами стал работать. Далее, если ты собираешь
какую-то интерьерку, и есть реальный предмет, на который ты хочешь обратить внимание, все пространство по периметру ты можешь сделать приглушенным и локально выделить все это при помощи света. Поэтому мы, дизайнеры, понятно, что как бы предметы, они не так сильно меняются. Ну, стул и есть стул. Стол и есть стол. Но он был круглый, стал овальный. Но, возможно, станет шестиугольным, но он все равно останется столом. А именно за счет света, который, не знаю, наверное, лет 5 или 7 назад стал просто кардинально меняться, мы можем менять пространство. За счет лет технологий мы можем менять цветовое наполнение внутри нашего интерьера. И если мы поставим все абсолютно белое, мы получим с вами бесконечно меняющийся интерьер только посредством изменения цвета подсветки. Такие тоже интерьеры можно делать. Это уже новая цифровая эра. Следующий слайд. Так, вот у нас сейчас тут умный дом. Давайте пройдемся по топ-5 трендов. Я их выделил в некую пятерку, кое-что соединил, чтобы не превращать это там в топ-25. Следующий. Ни для кого из дизайнеров я сейчас не открою Америку. Экологичность во главе угла. У нас, наверное, последние лет 7 экологичность — это самая такая важная история, которая затрагивает все крупные компании. Причем экологичность ушла именно в дизайн, экологичность ушла в восприятие, то есть люди действительно стремятся к такой максимально комфортной истории, когда ты находишься не в стекле и в бетоне, а когда ты находишься в какой-то очень аккуратном пространстве, экологичном. И хочу показать вам, кстати, приготовьте телефон, и следующий слайд будет с QR-кодом. В 2020 году, как раз когда произошла вот эта вся история, не хочу называть его своим именем, очень много выставок ушло на задний план. На самом деле следить за трендами стало максимально сложно. Вообще непонятно, куда мы двигались и так далее. И началась вот эта цифровая история презентаций. Как раз в 2020 году была презентована эта коллекция. Следующий слайд. Называется она «Ленты Настро». Это две девушки, дуэт студия ПП, создали. Сфотографируйте QR-код, вы прям попадете на презентацию данного светильника. Минимализм и экологичность — это была их основная история. Они захотели соединить нечто грубое, то есть бетон, камень. Их смотивировала поверхность Марса и ленты. И вот они при помощи грузиков и этих лент собрали целую коллекцию. Смотрится очень красиво, минималистично, но одновременно стильно. Это и есть экологичность в интерьерке. Это и есть экологичность в плане светового дизайна. Ничего лишнего. Линия, подсветка и предмет, который не спорит с пространством. Вот к чему мы с вами сейчас идем. Следующий слайд. А это вообще для меня было открытием, очень классная история. Все-таки экологичность еще и с другой стороны подошла. Это электроэнергия, которая вырабатывает солнце. Да, это светильник вешается напротив окна, придумала его Марьян. Заключается история в том, что светильник в течение дня набирает энергию, и дальше ты можешь выбрать 3 типа свечения, как рассвет, закат, ну и дневной свет. То есть, если какие-то крупные застройщики вот эти вот все источники питания ставят на крыше, и ты все равно зависишь от них, здесь ты независим абсолютно. Тем более в Европе электроэнергия стоит не так дешево, как у нас. Соответственно, они об этом совершенно иначе думают, они к этому совершенно иначе подходят. И она хотела как бы облегчить восприятие доступности самой солнечной энергии. Ты можешь заполнить данными светильниками весь дом, представьте, если у вас там 3 этажа, и быть максимально независимым от крупных корпораций. Можно следующий слайд показать. Можете зайти, опять же таки, через QR-код на презентацию. Мне понравился ее, опять же таки, экологический подход. Она сказала, что, вы знаете, я фотографирую рассветы и закаты, и для меня это самое красивое, что только может дать мне планета Земля. И как классно, когда дизайнер может через свои эмоции это превратить в некий предмет интерьера, который будет создавать особую атмосферу. Хочешь уютный вечер — включил закат. Хочешь дневной свет — включил этот вот sunny set. Да, и
Мне кажется, сами формы, если раньше мы шли через какие-то витиеватые, не знаю, вот как-то много всего было, хотелось показать, что мастер умеет все, он может дуть из стекла какие-то дуги, зигзаги, не знаю, все что угодно. Сейчас форма, но я не знаю, это либо круг, либо линия, и мы пришли к какому-то минимализму, как в интерьерке, так и в цвете. Следующий слайд. А сами люстры, которые раньше являлись действительно светильниками, ну, вспомните, когда мы раньше вешали там 3-рожковую люстру, 5 или 7, мы считали, какое количество рожков должно быть, а еще делили их на 2 выключателя, значит, 3 лампочки горит у нас или 9. Ну, классика жанра, в принципе. Вот, сейчас люстра, ну, заказчики, которые к нам в студию приходят, и ты им предлагаешь люстру, они потом сильно удивляются, почему она не светит. Но сейчас люстра не светит вообще, в целом. Это просто интересный предмет, в котором есть, возможно, один светодиод, который слегка подсвечивает сам предмет, чтобы вы его в темноте увидели. Все. То есть люстра — это действительно арт-объект, который может вокруг себя собрать пространство. И если сейчас начинать листать современные журналы, смотреть на интерьерки, обратите на это внимание. Люстра — это предмет, который держит интерьер. Это некий столб собирается, где у нас есть обеденная группа. Это, возможно, барная стойка, которая выделяется за счет той же самой люстры. Люстры перешли в ванные комнаты, и причем это является одним из таких трендовых движений, что ванная комната — это не просто помещение, куда ты зашел, простите, по нужде. Ты туда зашел утром, ты туда заходишь вечером. Это помещение, где ты получаешь эмоции. И является основным трендом именно сейчас люстру превращать в комнату. В комнату, в которой хочется находиться долго. И туда очень так комфортно перетекли люстры. И я давненько их... Перестань, ты чего мне тут подсказываешь? И я давненько их использую, собирая некий такой более интересный интерьер. Следующий. Кстати... Нет, все правильно. Все правильно. Верните, все, да. Еще один тренд. Третий — это светильники-шары. Для дизайнеров это не новинка. Сферы. Но еще появились так называемый гибкий свет или световые палочки. То есть из них стали собирать более сложные интерьеры. Свет стал некой такой игрой для дизайнера, когда он может собрать пространство посредством некой линии, которая будет рисовать движение. Да? Вот как раз это и салоне в Милане в 2021 году фотографии люстры. Спасибо Свете Кутулковой из арт-диалога. Я следил за тобой. Я не смог уехать в Милан, но спасибо за предоставленные фотографии. В принципе, взята достаточно классическая форма люстры, но за счет нестандартных вот этих вот светящихся палочек собрана подобная история. Следующий. Вот как раз сферы. Этот стенд собирала, если я не ошибаюсь, Патриция Уркиола. Как мы видим, в наш с вами мир снова вернулась бионика, полукруглые какие-то формы, сглаженные. На самом деле это все максимально логично, потому что мы устали от агрессии мира. И мы снова приходим к сглаженным формам без каких-то острых углов, потому что этого не хочется видеть дома. И здесь мы прекрасно видим вот эти вот сферы, которые над столом висят. Но, как ни странно, данная люстра свет все-таки дает. Здесь у нас можно даже разделить на 2 сценария. 2 плафона и 5. Вот. Ну и подвесы. Подвесы тоже уже, это не просто светильник, который висит. Из подвесов сейчас собираются огромнейшие, безумно красивые композиции. То есть мы из подвесов собираем именно люстры. Следующий. Ну и, наверное, самый интересный тренд для меня лично — это трековое освещение и мобильный свет. Ну, по поводу треков, дизайнеры меня поймут однозначно, для кого-то, может, это будет открытие. Мы очень любим менять пространство под себя. Сегодня я хочу кровать, чтобы мне стояла с этой стороны. Завтра я хочу эту квартиру сдавать, и мне нужно здесь поставить диван и все трансформировать. Особенно сейчас пошел такой тренд на гендерно-нейтральные детские комнаты, потому что когда люди покупают себе квартиру, они планируют ребенка, но они еще не знают, какой у них будет, какого пола будет ребенок, и делается некая детская комната, гендерно-нейтральная. Но, как правило, в тот момент, пока ребенка еще нет, эта комната должна быть кабинетом, ну или там местом для хобби. И в этот момент очень круто спасают трековые светильники.
Ты просто ставишь трек по периметру. В момент, когда это кабинет, над рабочим столом ты вешаешь подвесы внутри этого трека. Когда появляется ребенок, ты ставишь совершенно другие мягкие светильники и перераспределяешь световой поток, опять же таки, через стены, про что я говорил, чтобы ребенку в глаза не бил данный яркий свет. Плюс ко всему, сейчас появились трековые системы со встроенной системой кондиционирования, а вот это очень круто. То есть идет трек, над треком внутри потолка идет специальная ниша, по которой перераспределяется воздух. И мы, я, например, в восторге от данной системы, потому что я очень люблю вот эти все щелевики и решетки. Для меня это то, что вечно портит интерьерку. И вот когда трековые светильники соединили с системой кондиционирования, для меня это было вау. Ну, пока что заказчику не очень нравится стоимость, но есть те, которые готовы за это платить. Я очень надеюсь, что это станет прям таким мейнстримом, таким трендом, что мы уйдем от этих решеток, этих страшных решеток. Очень сильно меняется наполнение. В последнее время лично заметил это я. Форма не так сильно меняется, как функционал. То есть дизайн больше ушел в какой-то, больше в human дизайн. То есть светильник следует за человеком, светильник подстраивается под человека, мебель подстраивается под человека. Кухня, которая может менять высоту столешницы, верхние ящики, которые сами к тебе там спускаются вниз и так далее. Мы стали в дизайне больше думать о комфорте именно человека, не о том, чтобы удивить соседа, ну как раньше делалось, да, чтобы человек обалдел, который пришел в гости. А сейчас дизайн все-таки делается именно под персонажа, под свои потребности. Мы, когда делаем интерьер, мы заставляем человека прорисовывать схему его движения по квартире, чтобы понять, где мы могли ошибиться. Ну, то есть ты делаешь планировку, а дальше выдаешь человеку цветной карандаш и просишь, чтобы он нарисовал, как он возвращается с работы и как он проживает сценарий до момента, как он лег в кровать. И дальше ты просишь прорисовать сценарий, как человек проснулся, и как он выйдет из дома. И вот здесь можно понять определенные моменты, где он может споткнуться, где ты мог составить какие-то там, допустить ошибки и так далее. То есть интерьер, он больше такой инклюзивный стал. В качестве примера хочу показать светильник. Следующий слайд включите, пожалуйста. Это летающий торшер прочитаю, от Кацухира Яманаки, да. И история заключается в том, что светильник следует именно за самим персонажем. То есть свет стал мобильный. Это дрон, который встроен в плафон. Есть определенные подставки, высокие и низкие. Ты их расставляешь по квартире. И, предположим, если включить предыдущий слайд, где на нем прям очень хорошо все это видно, ты, предположим, встал со стола, пошел к кровати, а светильник проследовал за тобой, приземлился на прикроватной тумбочке, ну, дальше ты лег спать и сказал, там, не знаю, Алиса, выключи свет. Вот. На самом деле умные дома — это тоже своего рода тренд. У меня дома стоит Алиса, это не реклама совершенно, просто это безумно удобно. Особенно, когда ты там смотришь кино и... Ну, например, я люблю ужастики. Когда идут ужастики, я всегда включаю красную подсветку на кухне, чтобы было немножко так страшно, так Когда про космос, я включаю синюю подсветку. То есть, опять же таки, это атмосферность. Это очень легко. Ты просто сказал, поменялся свет в соседней комнате, ты включил кино, и у тебя такое глобальное погружение. Трековые светильники сейчас тоже завязаны на умных домах, на подороже, на подешевле, кто с чем работает, управление через телефоны, управление голосом, управление хлопками, всем чем угодно. Нужно помнить, что мы с вами очень ленивые и безумно впечатлительные люди. Человек ленивый, и ему не хочется делать лишних движений. В принципе, так появились те же самые переключатели, да, когда ты в одном месте включил, в другом месте выключил и так далее, через несколько точек. Потом это стало неудобно. Вот я помню, когда ты прописываешь сценарий включения света по квартире, а его в любом случае нужно прописывать, если у человека не умный дом, и там получается огромное количество всех этих выключателей. Здесь включил, там выключил, лег, переключил и так далее. А когда есть система умного дома, и если это управление голосом, это, конечно, очень здорово. Включи свет везде, выключи свет. Но иногда это все очень глючит, и начинаешь потом бегать, искать выключатель. Было у меня, когда Алиса немного сошла с ума, поэтому пока что технология не очень сильно настроена, но это удобно, и к этому мы придем. Мы будем разговаривать с помощниками голосовыми и так далее. К этому мы однозначно с вами приблизимся. Следующий слайд.
Ага, ну вот как раз как выглядит этот светильник. Это, в принципе, абажур достаточно классической формы. Внутри 4 лопасти, которые поднимают сам светильник, и светодиодный, такая светодиодная подсветка с рассеивающей линзой. Естественно, светильник может менять сам цвет, свет и так далее. По поводу кельвинов и люменов небольшое замечание хочу сказать. Заказчики их вообще не понимают, что такое температура света. Для них, ну как свет, ты включил, и он светится. Какая еще может быть температура? И каждый раз им приходится читать лекции, что температура света должна быть одинаковая. Там есть 2700 Кельвин, 3000 Кельвин, он теплый или холодный. Ну, там есть такая мини-презентация, которую ты человеку показываешь. И спрашиваешь, что именно он хочет. Если свет бодрящий, особенно для работы, там мы ставим, как правило, 4000 Кельвин, потому что он имеет такой легкий голубоватый оттенок такого чистого неба. Да, там днем мы видим с вами примерно температуру в 4000 Кельвин. А 2700 и 3000 это такой вечерний свет или свет лампы накаливания. Мы в интерьерке всегда ставим 3000 Кельвин, потому что это благородный, теплый свет. Там нет почти что синего оттенка, и он не шибко желтый, потому что желтый свет тоже немного раздражает, какой-то такой, не знаю, советчины, что ли, для меня отдает. Простите за этот фразеологизм. Но как-то хочется, чтобы это все было стильно, модно, молодежно. Но когда приходят, у меня была история, как раз пришли люди по натяжным потолкам, и у меня была там карнизка по периметру, и я сказал, что мне нужна подсветка 3000 Кельвин. Он мне говорит, 3000 Кельвин это очень темно, нужно ставить 4000 Кельвин. Я говорю, мужик, ты, пожалуйста, температуру с люминами не путай. Если у вас маломощная лента, это ваша проблема, ставьте другую. Но доказывать моему заказчику при мне, что 4000 Кельвин ярче светит, восприятие, да, но он синее. Вот и все. И особенно, когда ты ставишь, вешаешь подвесы около раковины, и не дай бог, у тебя разные температуры светильников, глаз, может быть, сильно и не заметит. Сфоткайте на телефон, и вот тут вы увидите глобальную разницу. Когда собираешь интерьер, для меня важно, чтобы внутри помещения была одинаковая температура, либо внутри одного сценария была одинаковая температура. Допустим, дневное освещение в офисе может быть одним, вечернее, чтобы ты мог расслабиться, может быть другим. Особенно это можно использовать в кабинете директоров. Днем, чтобы он мог комфортно работать, это точно будет 4000 Кельвин, чтобы он не засыпал на рабочем месте, а мог сконцентрироваться. А вечером, когда у него там встречи с какими-то партнерами, когда он просто захочет отдохнуть там час или полтора, чтобы сразу не бежать домой, там можно уже поставить температуру там в 2700, чтобы он мог налить себе хорошего крепкого чая и просто выдохнуть после сложного рабочего дня. Следующий слайд. И еще один тренд – это цифровой свет. В принципе, я несколько раз затронул эту историю. В чем заключается история с цифровым светом? Это, опять же таки, глобальная цифровизация нашего общества. Только мы стали делиться на две таких группы. Суперэкологичные люди, которым нужно, чтобы было дерево, все такое натуральное, я не хочу жить в каменных джунглях, я хочу быть поближе к природе. И другое поколение, максимально оцифрованное, которым нужно, чтобы все управлялось щелчком пальца, чтобы цвет менял все, чтобы свет менял все и так далее. То есть такое диджитал поколение. Именно оно требует вот этого цифрового света. Пример из проекта, который мы сейчас делаем. С детьми работать очень сложно, я вам скажу, потому что они все время хотят чего-то такого. Это детский санузел девочки, и она сказала, я хочу санузел, который будет подстраиваться под меня. Мне весело, я хочу, чтобы было весело. Когда мне будет грустно, я хочу, чтобы там было грустно, я могла посидеть и поплакать. Но как это сделать? Только за счет цвета. Только за счет этого цвета и музыки можно собрать то настроение, которое ты хочешь. И здесь как раз мы собрали интерьерку. Здесь история у нас не про керамическую плитку, иначе я бы еще показал, как выглядит днем данный интерьер. Но покажу, как он выглядит при включенной только цифровой подсветке. То есть здесь супер тонкие линии подсветки, они буквально там 8 миллиметров, но имеют очень хороший пучок света. И за счет как раз цвета ты можешь работать с атмосферой данного помещения. Я безумно люблю смешивать фиолетовый с розовым, он в жизни красиво смотрится с одной стороны, ты делаешь более розовую подсветку, с другой более фиолетовую, и в середине получается безумно красивое смешение. Просто лайфхак. Это как раз и есть цифровой свет. Дальше. Сейчас будет 7-й тренд.
И, наконец-то, у нас с вами пришел позитив в жизнь. Ура! Цвет возвращается. Об этом говорят все трендбуки, что скоро снова будет эволюция цвета. Мы снова вернемся к максимальному позитиву. Сейчас идет именно тренд на какие-то шутки, на переработку тех же самых классических полотен. Вспомните, сколько раз в последнее время мы видели Мону Лизу с перекрашенным лицом. Это продается уже как арт, который вешается на стены. Как классическая подача делается какой-то странно современный, какой-то немного через шутки, может быть, через насмешки даже, но это смотрится интересно, это хочется вешать в интерьерку, это хочется показывать, на это хочется смотреть. То же самое происходит со светом. Мне очень понравились эти подвесы, я вообще работать люблю с подвесами, потому что их легко поменять. Ты собрал интерьер, вот сегодня это востребовано, ты повесил подвесы, прошло 5-6 лет, снял, повесил нечто другое. И в целом, когда я работаю с интерьером, я вот помню себя лет 15 назад, боже, как я работал со стенами. Одна синяя, другая зеленая, здесь у меня фреска, тут какой-нибудь попугай. И вот ты по всем стенам показываешь и доказываешь, что ты дизайнер, тебе не зря заплатили деньги. А потом, я не знаю, когда произошло это прозрение, и прозрение ли это, но для меня, я считаю, что это прозрение, я стал собирать интерьер через нейтральный холст. Начинающим дизайнерам порекомендую, наверное, такую историю. Либо ты берешь какой-то аккуратный градиент от светло-серого до любимого цвета заказчика. Через этот градиент собираешь общий холст стены, ковры и так далее, а потом интегрируешь цвет посредством того, что ты можешь поменять. Та же самая люстра. Возможно, тот же самый ковер, подушки. То, что можно поменять легко, я добавляю цвет, я люблю с ним работать. Но перекрашивать стены никто не захочет. И сейчас большая редкость, когда я действительно начинаю выкрашивать стены во что-то такое глобальное. То есть либо заказчик попросил, что он прям хочет такой максимально цветной интерьер, либо я посчитал это корректным. В целом работаю через холст. В целом работаю вот как раз вот эти интеграции, когда предметы стали очень интересными, когда ты можешь повесить светильник, и он соберет вокруг себя всю интерьерку. С этим работать намного проще, намного комфортнее, когда комната, когда помещение или когда дом является просто обычным холстом, белым либо серым. Вот. Как рекомендация, если вдруг вы делаете ремонт, если вдруг вы задумались о нем, и если вы не дизайнер, я вам рекомендую сделать максимально нейтральную интерьерку и можете пригласить декоратора либо стилиста, который достаточно быстро соберет то настроение, которое вы хотите передать, о чем вы хотите рассказать. Это достаточно легко будет меняться. Следующий слайд. Вот как раз тот самый веселый свет. Свет. Это Патриция Уркиола. Обожаю ее. Видите, по поводу такого фана, это собрано из каких-то, не знаю, типа, как будто бы мягкие какие-то подушки, да, на которых сверху есть сфера, и она светится. Это воспринимается очень позитивно, это воспринимается немножко по-детски. Здесь а-ля ДНК у нас справа представлена. Как видите, она светится здесь, в данном случае, зеленым. И свет теперь меняет цвет максимально просто. Следующий слайд. Стали работать дизайнеры и с линзами. Как вы видите, данный пучок света проходит через специальную линзу, рассеивается по стене и рисует какой-то такой орнамент, да, какой-то цвет появляется. Это тоже история про цифровой свет, но в данном случае он максимально позитивный, потому что есть такие интересные перетекания от одного цвета к другому. Ну и флосс перешел в DIY. Мало того, что он цветной, так этот светильник продается в маленькой коробке, и его ты собираешь самостоятельно. То есть сейчас еще идет некая переориентация на простого обывателя, на человека обыкновенного, который может купить это в простейшем магазине. Следующее. По поводу света в целом попытался все это охватить, но я хочу еще и рассказать вам коротко про тренды, потому что если мы с вами не захватим тренды в целом, будет странно, что я вам рассказывал про тренды в свете. И еще по поводу переносного света я хочу сказать. Сейчас фактически весь свет стал беспроводным. Вот эти вот светильники, которые стоят на поверхностях, каждый производитель старается сделать его беспроводным.
Ну, уж тем более, когда появились зарядки через эти вот поверхности индукционные, ты просто можешь их интегрировать в поверхность стола, поставил светильник, зарядился, перенес его там в гостиную, пошел с этим светильником, не знаю, там, куда ты пошел, если тебе нужно. Вот, так что мобильность, еще раз мобильность, это тоже основной тренд. Итак, по поводу, давайте прорезюмируем сами тренды, какие тенденции, что с поверхностями и материалами, ну и завершим все это историей про цвет. Следующий слайд. Разбил я их на 5 групп. Основные тенденции — это тяга к природе, тактильность, slow flow, расскажу, что это такое, объемы округлые формы, ну и zero waste. Это прям вообще must have. Следующий слайд. Тяга к природе. Про это я вначале очень много говорил, и все равно засилие бетонных коробок, но все же летом любят поехать на шашлыки. 90% людей. Потому что это природа, потому что это костер, потому что все равно мы рождены в этой стихии, мы все равно хотим туда вернуться. Это останется, мне кажется, фактически навсегда. Тактильность. Про тактильность я немного подольше остановлюсь. Дело в том, что до 2020 года интерьер воспринимался многими нами как красивая картинка. В крупных городах интерьер воспринимался таким образом. Ты пришел вечером, выпил чашку чая, лег спать, проснулся утром, уехал, ты позавтракал где-то в кафе, ты пообедал где-то в кафе, ты поужинал с друзьями где-то в ресторане. В принципе, дом был местом, куда ты приходишь, глазами посмотрел, что все на своих местах, домработница где-то там убралась, очень хороший сценарий рассказываю. Вот. Но ты воспринимал это как некую комфортную картинку. Когда нас всех заперли фактически на год, люди стали щупать интерьер. Вот что произошло. Мы стали, ух ты, стол, он шершавый. Ух ты, стена, здесь имитация, мне это не очень нравится. Эта поверхность слишком холодная, а эта поверхность не такая. И яркий пример этого, чтобы не быть голословным, люблю это все подтверждать прям вот яркими примерами. Мы делали проект, кто следит за мной, у нас есть такой проект в Total Black Story, мы собираем абсолютно черную квартиру, а сейчас у нас идет воплощение данной квартиры именно в жизнь, и мы предложили им речные стены, боже, как это ново. Рейки, но они чуть-чуть там модифицированы, неважно. И мы подобрали их сначала их выкрашенными, заказчик подтвердил, там общий счет был где-то 1 миллион или 1 100 000. Ну там много реек, шпанированных или ламинированных, я уже не помню. И потом мы поехали выбирать материал вживую, потому что на материал всегда нужно посмотреть. И когда нам показали все это вживую, мы такие посмотрели, в принципе симпатично. Я говорю, еще есть варианты? Вообще с дизайнером, я вам говорю, очень опасно ходить и выбирать отделочные материалы. Если не хотите, чтобы ценник увеличился, езжайте без дизайнера. Нам принесли еще несколько материалов. Я говорю, боже мой, какой классный материал. И он тактильно клевый. То есть древесный принт, а когда ты щупаешь, это шелк. Это очень странно. Просто очень странно. Ты видишь деревяшку, начинаешь щупать, а она шелковая. И в голове происходит что-то необыкновенное. И я такой, бог ты мой, как круто. Я говорю, пощупайте. Они такие, как классно, да, мы возьмем это. Менеджер такой, это будет чуть-чуть дороже. Чуть-чуть. 3 с хвостом. На 300% увеличили стоимость. Честно, я не знал, согласятся они или нет, но мне так хотелось, чтобы у нас стены были в квартире у заказчика, который хочется щупать. И именно такие стены у нас и будут. Потому что это невозможно показать через фотографию. Это невозможно никак вообще донести до человека, пока он руками не пощупает. Интерьер стал тактильным, это тоже нужно понимать. И опять же таки, это эмоции. То есть ты пришел, и тебе хочется пощупать ткань. Вот, например, когда я выбираю обивку дивана, я выбираю ее всегда щекой. Это важно, правда. У нас здесь очень такие рецепторы классные. И вот ты, когда ткань на щеку кладешь, ты понимаешь, каким будет диван, когда ты приляжешь посмотреть кино. Это важный момент, потому что если ты приляжешь, и у тебя щека начнет потеть, ты на этом диване даже и сидеть не захочешь. Но опять же таки, 5-й точкой в шоуруме ты сесть на диван не сможешь. Правда же? Поэтому всегда можно пощупать именно вот этой частью лица, чтобы ощутить, насколько тактильная будет в целом вся история с диваном. Следующий слайд. Новая тенденция — это low flow, то есть высокое ремесло. То есть если со стороны производителя потоковой продукции произошла такая некая замена, они стараются сделать предметы, похожие на
предметы, сделанные руками, ну, может быть, чуть-чуть кривая какая-нибудь будет ручка, ну, то есть такой намек на ремесло, на ремесленника, который делал этот предмет в единственном экземпляре, то сами ремесленники, следуя за тенденциями и за цифровизацией, пытаются как раз повторить или создать некую имитацию цифрового предмета, но сделанного вручную. Это и есть лоу-фо, высокое ремесло. Кстати, это кресло, которое называется слайс, ну, то есть слои. Оно сделано было изначально вручную, из 3-миллиметровых слоев глины, и оно похоже на некое кресло, которое распечатано на 3D-принтере. Вот, и оно попало в музей, по-моему, современного искусства, если я не ошибаюсь. Причем оно еще было создано в 1998 году, и потом сделали уже прототип из дерева и так далее, и тому подобное. Следующее. Ну и, естественно, объемы округлой формы. Я про это говорил, это опять же таки отголоски того, что мы устали от агрессии, что человеку очень хочется чувствовать себя защищенным. Именно округлые формы, волна, сферы, то, что не выглядит чем-то таким агрессивным, к этому человек сейчас тянется. Поэтому та же самая там какая-то 3D-плитка или какие-то там светильники, или в целом все, что нас начинает окружать, оно все становится таким плавным. Вот это было 10 лет назад востребовано, когда геометрия, ну, может быть, даже 6 лет назад, когда геометрия бомбила, хотелось сделать какие-то треугольники, хотелось показать конструктив через форму. Сейчас все иначе. Хочется видеть что-то такое, что не бесит. Хочется видеть что-то такое, что ты сразу можешь прочитать. Ну, естественно, философия Zero Waste. Я очень надеюсь, что это будет максимально востребовано во всем мире. Это философия нулевых отходов, назовем это так, то есть это разумное потребление, когда ты не покупаешь ничего лишнего. Ну, вот те же самые хорошие примеры — это кофейные стаканчики. Но Москва прекрасно знает, что такое выйти с утра, сходить в бумажный стаканчик с кофе, по дороге на работу его допить, выкинуть в мусорку. Но никто не задумывается, сколько это потом стаканчик разлагается. Очень долго. Там пластик внутри, чтобы вода не просачивалась, хоть он и вроде как бумажный. И, соответственно, как раз философия Zero Waste говорит о том, не нужно не покупать ничего лишнего. Ну, в Starbucks, если вы зайдете, они продают специальные стаканы для кофе, да не только в Starbucks. И каждый человек ходит со своим стаканом, туда наливают кофе, ты идешь, попил, сполоснул на работе, как бы и на обратном пути то же самое можешь сделать. Это перераспределение отходов, это ты не покупаешь никакой лишней одежды, ты не покупаешь лишнюю мебель, ты учишься ремонтировать ту же самую технику. Это и есть Zero Waste, когда не нужно производить ничего лишнего, когда ты можешь воспользоваться тем, что у тебя есть, и ты понимаешь, когда и на что ты будешь тратить. Вот, то есть это такое правильное управление не только тратами, но и вообще ресурсами Земли. Вот, это философия именно Zero Waste. Следующее. Если говорить в целом про поверхности и материалы, сделать такой некий срез, следующий слайд, то это понятно, что природность и натуральность, я про это говорил, но лучше всего натуральные материалы. Ну, если нет возможности использовать натуральный материал, это очень хорошая имитация. Опять же таки, объемный рисунок, он идет как производная от тактильности, потому что ты воспринимаешь не только глазами, но и руками то, что ты видишь. Что эти вот имитации, типа распечатанное 3D, это не есть хорошо. То есть такое все должно быть трушно. Если это объемное, то ты должен это пощупать. То есть вот эта вот имитация объема, это сейчас не есть good. То есть если есть объем, значит ты его можешь пощупать руками. Следующее. Но несовершенство ручной работы, я про это говорил, потому что засилие одинаковых предметов начало раздражать. Ну и вторично переработанные материалы. Это прям максимальный тренд. Ярким примером является вот это вот стол Giro. Сфотографируйте, прогуглите. Он на самом деле безумно красивый. Здесь такой градиент из центра идет. Это мусор, собранный на пляжах, переработанный, превращенный в стол, который действительно хочется поставить в интерьер. Это стол, за которым хочется сидеть, потому что раньше ну, что-то такое, сделанное из мусора, воспринималось типа, ну ок. Ну, там какая-то одежда какая-то из пакетов. Но я думаю, многие это видели. Там и Москва-24 с периодичностью делала вот эти все
не то что интервью, а эти там мини-ролики о том, что смотрите, мы умеем перерабатывать мусор, но не буду я из резаных пакетов носить одежду, ну, потому что видно, что это пакеты. А когда ты видишь действительно классный предмет, дизайнерский предмет, а потом ты узнаешь, что это еще сделано из мусора, вот это классно, когда то, что выбросили, превратили в то, что нужно, не то, что нужно, а хочется поставить в центр той же самой гостиной. Следующий. Ну и хочу сделать срез по цветам. Я слежу за Zoe T. На самом деле она делает очень хорошую адаптацию по востребованности цвета. Давайте пройдем как раз к подборке. Следующий слайд. Вот. Я еще в прошлом году ванговал по поводу охры, но охра появится чуть позже, но все-таки производная желтого произошла у нас с вами. Желтый цвет вошел в нашу жизнь достаточно плотно, но, как мне кажется, это такой отголосок сканди, то, что мне, по моим ощущениям, что скандинавский стиль не может существовать без желтого дивана, но это мое сугубо личное, или без желтого кресла. Ну и, соответственно, этот желтый мы его, видимо, набрали за счет насмотренности, мы его набрали за счет интерьеров, которые видели. И вообще скандинавский стиль так неплохо зашел в Россию. Покажите, пожалуйста, следующую картинку. Мы как раз в прошлом году делали этот интерьер. Здесь как раз, естественно, желтый диван, такое современное сканди. И при входе хотелось создать как раз композицию. Здесь мы поработали со светом. У нас был такой угол, куда мы поставили серое кресло. Здесь у нас стоят шпанированные панели, и хотелось создать такую атмосферу очень уютного уголка. И вот здесь мы поставили LED-ленту просто внутрь. Эти панели чуть повернуты. Поставили LED-ленту с температурой 2500. И они дали такой красивый желтый свет на эти панели из дерева, и они безумно классно стали работать с этим диваном. То есть мы цвет собрали по диагонали через свет. Не знаю, сколько я вас запутал, но в жизни это смотрится очень классно. И вот эта вот часть, где днем лежит кот, отдыхает, а вечером прекрасным образом здесь можно посидеть и почитать ту же самую ленту Инстаграма. Следующий. Синий. Этот цвет никогда не уйдет, наверное. Дизайнеры понимают, потому что одно время у нас был запрос на фиолетовый, я помню, все бомбили черно-фиолетовый интерьер, ну, по крайней мере, я помню такое где-то 10 лет назад. Сейчас пришел синий, очень люблю этот цвет, он благородный, но немножечко я от него подустал, ну, просто его стало много, но он точно так же находится в тренде. Покажите слайд, пожалуйста. Но опять же таки, если его грамотно использовать, если добавлять его по чуть-чуть, это есть история про тренд, то можно аккуратно около кровати дать две вертикали, поддержать это просто при помощи портьер и какого-то там стульчика. И все, этого синего достаточно. Опять же таки, то, что я говорил с вами про холст. Абсолютно нейтральный интерьер. Вот он просто нейтрально серый. И здесь работают небольшие пятна. Надоест этот синий, поменял шторы. Ну да, придется там панели поменять. Проблематично немного. Но, в принципе, можно. Следующий. Терракота. Или цвета земли. В прошлом году об этом говорил. В начале года за этим интенсивно следил. Действительно, терракота, мне кажется, это новый синий, который сейчас набирает обороты. Во-первых, он очень благородный. Во-вторых, в этом цвете ты хочешь утонуть. И, как мне кажется, для русского потребителя, для нас с вами, это очень понятный цвет. Цвет кирпича, цвет уюта, цвет какого-то благородства. Вот. И, соответственно, вот эта растяжка от такого розово-терракотового до горького шоколада очень хорошо заходит в интерьерку, безумно красиво смотрится. Особенно вот эта вот середина. Покажите, пожалуйста, следующий слайд. Вот как раз пример этой квартиры, которая сейчас у нас воплощается в жизнь. Здесь градиент идет у нас от коричневого к черному. Здесь мы использовали все цвета земли. Вот здесь это и есть квартирка такая Total Black. И здесь в качестве акцента, про что я говорил, цвет добавлен только через текстиль и через ковер. Устанут они от этого цвета, сюда запросто зайдет. И мандарин сюда можно добавить, сюда можно снова вернуть синий, сюда можно добавить абсолютно любой цвет. И идея и философия была вот этой комнаты некого отдыха и максимальной экологичности. Особенно с этими окнами. Кстати, когда это к дизайнерам относится, когда вы презентуете картинку клиенту, не забывайте рассказать, что вы имели в виду. Вот здесь, например, у нас
такие качели. Если мы посмотрим на подоконник, ни для кого не секрет и не новинка, что на подоконнике теперь все любят сидеть. Ну, ты обычно делаешь такую скамью там, и заказчику продаешь как идею для отдыха. Но обратите внимание наверх. У нас наверху очень малая глубина, а здесь глубина уже порядка 50 сантиметров. И эту идею мы предлагали как некие качели, которые со скоростью зашли внутрь комнаты и остановились во времени, замерли. И ты можешь поймать вот этот вот дзен, просто сев в эти качели, выдохнуть и посмотреть на город. Все, вот просто отдохнуть. В этом была философия, и на самом деле, как мне кажется, она считывается. Это перегородка из слэбов, которые у нас находятся за кроватью. И все какое-то такое немного пещерное, все какое-то такое, что заставляет тебя остаться, задуматься, немного отдохнуть. Ну и, собственно говоря, и сама палитра. Следующее. В силу того, что еще и зеленый является цветом, так скажем, трендовым, есть промежуточный цвет, это синий-зеленый, очень красивый, благородный, но опасный цвет. Человек, который не работает с цветом, здесь запросто может ошибиться. Расскажу, в чем дело. Покажите следующую картинку. Это интерьер, который собирал я. Естественно, я вам говорил, что я люблю работать с холстами. А вот, пожалуйста, пример того, когда захотелось бомбануть много цвета. Вот здесь вот этот синий-зеленый, но его опасность, и о чем стоит всегда предупреждать заказчика. Когда на улице солнечно, условно, безоблачно даже скажу, то мы получаем рефлексы от синего неба на вот эту сине-зеленую стену. И в тот момент, когда сюда попадает много синего, этот цвет становится больше бирюзовый, он становится больше голубым. А вечером, когда ты включаешь подсветку, и идет такое желтое освещение, цвет становится более зеленым. И когда мы подбирали вот этот цвет, мы встречались несколько раз, потому что изначально еще выкрасы не подходили, мы встречались днем и встречались вечером, чтобы посмотреть, как работает цвет. Очень опасно смешение синего с зеленым. Этот подтон работает в течение дня совершенно по-разному. И нужно смотреть как начало дня, так и конец, и вообще в целом промежуток. Потому что цвет может очень некорректно, не дай бог, сработать ночью. Вот я имею в виду вечером. Потому что это освещение, в основном, которое будут люди видеть. У нас все время пасмурно, очень часто светильники включены, и, соответственно, там нужно было бы работать либо за счет температуры света, уже добивать сам оттенок, либо уже добивать сам цвет. Следующее. Естественно, зеленый, красивый, благородный, сложный, немножко с коричневым подтоном. Опять же таки, дизайнер сразу видит подложку цвета, а вот человек, который с цветом работает мало, для него все зеленые одинаковые. Абсолютно, зеленый и зеленый. И вот я даже, это прям вот видно, когда с авторским надзором делается квартира, и когда человек самостоятельно покупает зеленую краску. Вот там просто небо и земля. И я очень боюсь этого цвета, потому что если ты выбрал чуть-чуть не ту температуру, ты получишь больничную палату. Самый опасный цвет – это зеленый. Но достаточно легко с ним работать, если ты знаешь одну истину. Если ты посмотрел на цвет и не можешь однозначно сказать, что он зеленый, а ты видишь, что он синий-зеленый, он коричневый-зеленый, не знаю, он розовый-зеленый. Вот если есть какой-то подтон, то, скорее всего, вы на правильном пути, и этот цвет не будет смотреться дешево. Поэтому всегда смотрите на наполнение самого цвета. Следующий слайд. Это как раз пример санузла, в котором мы использовали зеленый керамический гранит и натуральный камень. Опять же, если говорить про тренды, тут все максимально тактильное. Тут используются основные цвета, которые сейчас востребованы и будут востребованы еще в течение 3-5 лет. Естественно, магнитные, не магнитные, а трековые светильники. Следующий слайд. И, наверное, самый важный слайд. Мы с вами много говорили про тренды. А есть такой самый главный антитренд – следовать всем трендам. Просто слушайте себя, слушайте заказчиков. Я надеюсь, что я вам дал сегодня информацию для размышления. Огромное спасибо такому количеству людей в 10:30 утра быть здесь, в другом конце Москвы. Низко кланяюсь. Спасибо огромное за возможность выступать перед вами. Надеюсь, был полезен.